Привет, друзья! С вами снова канал «Не беглый». Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Очередная неделя в нашей с вами вынужденной эмиграции лишь подтвердила мнение, которое мы озвучивали на нашем канале. Корабль под названием «Офис Тихановской» трещит по швам, и его уже ничего не спасет. И на самом деле это логический итог пятилетней имитации деятельности. Чем занимались Вечерка, Лебедько и Добровольский с помощью марионетки Тихановской? Офис стал токсичным. Даже для литовских политиков. Даже несмотря на то, что на его содержание выделялись очень неплохие деньги, которые, естественно, распределялись через литовские структуры и поддерживали в том числе литовскую экономику. Вот что бывает, когда под вывеской борьбы за демократию строится личное благополучие. Но давайте обо всем по порядку. А прежде чем мы перейдем к нашему дайджесту, хотим обратиться к нашим зрителям с просьбой. Вы знаете, что наш канал работает только на энтузиазме авторов и никем не финансируется. И даже Невзлин не имеет к нам отношения. Как бы этого не хотелось отдельным людям. Поэтому мы обращаемся с просьбой о поддержке. Конечно, при условии, что у вас для этого есть возможность, и для вас это безопасно. Поддержка нужна для покрытия минимальных расходов на технику, софт и работу. Ссылки для поддержки есть в описании канала и ролика. Со своей стороны обещаем, что будем рассказывать о том, какие суммы поступили и на что они были потрачены. Ну и самое главное, мы продолжим работать при любых условиях, как и раньше. Ну и стандартно. Призываем вас подписаться на наш канал, комментировать видео, ставить лайки и делиться видео со своими друзьями. Ваша вовлеченность помогает развиваться каналу. Снижение уровня физической охраны Светланы Тихановской стало неприятным сюрпризом для сотрудников этого самого офиса. Теперь вопросом ее охраны будет заниматься Бюро криминальной полиции. Свое решение литовская сторона объяснила тем, что уровень защиты выбран в соответствии с имеющимися уровнем угроз. По нашему мнению, если речь идет об угрозе офису Светланы Тихановской со стороны режима, то эту охрану можно в принципе снимать, потому что с таким оппонентом режиму ничего не угрожает, и режим больше всех заинтересован в том, чтобы офис продолжал имитировать деятельность. Анатолий Лебедько не даст соврать. Я маю гонор вітати усіх вас від ім'я першого президента Республіки Беларусь Александра Лукашенко. А если Светлана Тихановская опасается, что какой-нибудь белорус, который устал от происходящего, запустит в нее пластиковой мусоркой, как это было с Латушко, то с такой угрозой справится даже Кучинский с Вечерка. И невыход на работу всего состава офиса в день, когда объявили о снижении уровня защиты, не более чем показуха. Еще больше показухой является заявление о якобы усилившихся угрозах в адрес как самих членов офиса, так и их родственников, находящихся в Беларуси. Это заявление породило еще больше вопросов. А до этого в адрес родственников угроз не поступало? И как вообще связаны между собой эти события? Вы бы, господа, хотя бы думали, прежде чем что-то озвучиваете. Ну, а про угрозы в адрес членов офиса хотелось бы увидеть их собственными глазами. А то есть у нас тут в Варшаве один мушкетер, которому, с его слов, эти угрозы сотнями приходят. И в итоге все заканчивается пластиковой мусоркой и никаких реальных подтверждений тому, что эти угрозы в принципе имели место. Так что эта ниша занята господином Латушко. Найдите себе другую нишу, господа из офиса. Пока первая леди ищет варианты, кто же еще из западных партнеров сможет взять на содержание офис с оплатой VIP-терминалов и охраной, первый ледь снова полетел за океан продолжать свое американо-канадское турне.
поехал в не очень хорошем настроении, потому что получил взбучку от серого кардинала офиса. А напоследок еще и законная супруга снисходительно отозвалась о нем в своих карманных СМИ. И в таком не очень хорошем психологическом состоянии приходится ехать и собирать деньги. Ой, простите, готовиться к сокрушительному удару по режиму. Кстати, раз мы заговорили о Сергее Тихановском, как-то он сам обмолвился, что нужно будет оценить результаты его работы через 100 дней после выхода на свободу. Причем эти сроки Сергей сам озвучил. Никто его за язык не тянул. Ну вот, 100 дней прошло. И знаете, что Сергей назвал итогом своих 100 дней? Создание сайта и сбор команды. Это и был сокрушительный удар. А мы пока что на суд наших зрителей представим свое видение этих самых результатов. И, кстати, призываем всех делиться своим мнением по этому поводу в комментариях. В принципе, что тут говорить? За это время Сергей Тихановский похоронил себя как политик. И я даже не знаю, что должно произойти, чтобы люди ему снова поверили и пошли за ним. Его образ еще пытаются как-то эксплуатировать на американском континенте. Но похоже, что результат тот же. Но есть и положительный результат от экспромтов Сергея. Он показал, насколько Светлана Тихановская зависимая и управляемая фигура в офисе имени себя. И это стало очевидно даже ее ярым поклонникам. Так что из анонсированных сокрушительных ударов по режиму пока что мы видим сокрушительные удары Сергея Тихановского по своей же репутации. Ну и заодно по репутации своей жены и ее кукловодов, извините, помощников. Да, и видно, что энтузиазм у Сергея поугас. Скорее всего, приходит понимание, какие серьезные изменения произошли за последние 5 лет. И с белорусами, и с его женой, да и с ним самим. Зато вот что не меняется, так это цирк, происходящий вокруг Байсола и Стрижака. Информационное поле еще не улеглось от чехарды, которую устроил Стрижак со своим то ли уходом, то ли не уходом из Байсол. Но новые старые руководители Байсола решили подкинуть еще дровишек и объявили о том, что хотят компенсировать страдания женщинам, пострадавшим от дикпиков Стрижака. Конечно, можно было бы это назвать своим настоящим именем – откупиться от жертв. Но будем использовать формулировки, которые нам предлагает Байсол. После этого объявления появляется резонный вопрос. А за чей счет банкет? Кто будет финансировать суммы компенсации? Если мне не изменяет память, Байсол не ведет никакой коммерческой деятельности, чтобы направлять заработанные деньги туда, куда хочет. Деятельность Байсола подразумевает получение целевых денег, в основном на помощь политзаключенным. И что-то у меня есть большие сомнения, что у них есть целевые деньги на компенсации жертвам Стрижака. То есть, по факту, Байсол в открытую заявляет, что мы направим деньги с помощи политзаключенным на компенсации жертвам Стрижака. Эти ребята уже настолько привыкли считать получаемые деньги своими, что даже не думают о последствиях своих публичных заявлений. Надеюсь, что после череды таких скандалов и заявлений сотрудничество с Байсолом прекратят все доноры. На неделе Байсол не ограничился этим инфоповодом. Стало известно, что новый глава Байсол, священник Виталий Москус, стал заодно и руководителем литовского экзархата Константинопольской церкви. Когда смотришь на эти новости, то в голове невольно возникает картина из тюрьмы. Там, в случае, когда человек накосячит, была такая процедура. Называлась она «отшептать». Провести этот обряд могли далеко не все. Для этого нужно было обладать определенным статусом в тюремной иерархии. Так вот, ситуация с Байсол выглядит именно так. И священник из Литвы, а по совместительству еще и друг Стрижака, призвал
отшептать байсол от всех покапов. Вот только что-то мне подсказывает, что здесь уже ничего не поможет. Только хирургическое вмешательство и удаление опухоли на теле белорусской демократии. Таких опухолей на этом теле много. И пока мы от них не избавимся, не может быть даже речи о том, чтобы строить новую Беларусь. Если только мы не хотим повторения диктатуры. Все, кто имел отношение к силу протестов 2020, должны быть в первую очередь отстранены от любой деятельности в стане демсил, а во вторую должны понести ответственность за свои действия и бездействие, в том числе те, кто покрывал того же Матолька или ту же самую Мельникову. Кстати, сезон перебывания по поводу Мельниковой среди офисных и подофисных сотрудников можно считать открытым. Открыла его небезызвестная Стася Глинник, которая как-то пропала с информационных радаров после покидания должности помощника Тихановской. Что ж, будем ждать новых историй от бывших друзей Мельниковой. Будет интересно послушать их версии. Напряженная ситуация сохраняется вокруг Николая Статкевича. До сих пор неизвестно, где же все-таки находится политик, бросивший вызов режиму. И больше всего в этой ситуации пугает то, что так называемые лидеры земсил вспоминают о Статкевиче как бы вскользь, между делом. А по этому поводу надо трубить во все трубы. Человек, которого освободили в рамках сделки США, исчезает. Нужно требовать от наших западных партнеров, чтобы они поставили кейс Статкевича в приоритет. А пока что мы видим, что эта ситуация просто замалчивается. Ну и в конце выпуска напомним о проекте обращения к структурам ЕС, которые мы подготовили и выставили для публичного обсуждения. Нам поступают предложения по изменению формулировок, по внесению дополнительных пунктов. Есть и просто критическое мнение, что все это бесполезно. Но наша позиция по-прежнему такая. Если ничего не делать, то ничего и не произойдет. И пора белорусам начать пытаться самим решать свои вопросы, а не надеяться, что это сделают за них другие. С учетом дефицита времени в будние дни для обработки всех поступающих предложений мы будем принимать комментарии по тексту обращения до воскресенья 19 октября. После этого мы подготовим финальную версию и опубликуем механизм, как желающие смогут подписать это обращение. Ну, а на сегодня это все, о чем мы хотели рассказать. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Убедитесь, что вы подписаны на наш канал. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарии. Ну и по возможности поддержите проект материально. С вами был канал Небеглый. Скоро увидимся.